Привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Привет, ребята! Before we start, перед тем, как мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с новыми словами и фразами из сегодняшнего видео. Кроме того, если вы хотите изучать русский язык, современную русскую лексику, фразы, идиомы, выражения, которые мы используем на улицах страны, через интересные тексты, тут же практиковать новые слова и фразы в упражнениях, и также слушать, как произносятся слова, слушать текст. Все аудио я записываю сама. Добро пожаловать на Patreon. Я оставлю ссылки в описании под этим видео. А мы начинаем. Сегодня я планировала снимать новое YouTube видео для вас дома, но сегодня особенный день. Светит солнце. Солнце в Финляндии — это просто самый драгоценный подарок. Я не видела солнце 2 недели. Представляете? Да, я не видела солнце. Был дождь каждый день. В течение 2 недель шел дождь. А сейчас погода просто волшебная. Светит солнце. И вокруг снег. Вы можете видеть. Вы можете созерцать эту красоту. Созерцать, наблюдать и получать удовольствие. Я такая счастливая, поэтому я сегодня решила снять это видео на прогулке. Мы с вами поболтаем о жизни. Я расскажу вам о новогодних традициях в России. И, возможно, вы тоже захотите поделиться вашими традициями вашей страны и вашей культуры. Прежде чем мы продолжим наш диалог, давайте посмотрим по сторонам. Это невероятно красиво. Потрясающе, правда. Я сейчас чувствую себя самым счастливым человеком в мире, потому что я вижу солнце и снег. Это потрясающе, потому что я души не чаю в снеге и в солнце. Я их люблю всем сердцем. Вода покрылась льдом немного. Можно увидеть. Вон оно, солнце. Видите, как оно низко. Но сегодня просто волшебная погода. И сегодня, когда утром я вышла на прогулку, я встретила финку, незнакомую мне. Мы с ней никогда не встречались раньше. И вы не поверите, она заговорила со мной. Мы стояли, болтали о погоде, конечно же, о том, какая была ужасная погода. И насколько мы счастливы видеть солнце, наконец-то, спустя 2 недели. Потому что финны, они обычно не очень разговорчивые, но когда светит солнце, мир меняется. Давайте поговорим про новогодние традиции в России. Да, вы не ослышались. Это новогодние традиции, потому что Новый год — это самый главный праздник зимы. Мы действительно уделяем больше внимания Новому году, нежели Рождеству. Но это зависит от семьи, но в общем и целом Новый год —
это самый желанный праздник в России. Также мы празднуем Новый год и как мы готовимся. Обычно мы готовимся к Новому году заранее. Прежде всего, нужно хорошенько закупиться. Закупиться — это значит купить много разных продуктов для новогоднего стола. Например, мы обязательно покупаем красную икру. Это часть культуры. Мы покупаем красную икру, чтобы сделать бутерброды. Это классические бутерброды из белого батона, сливочного масла и красной икры. Я добавлю фото вот сюда. Это типичное блюдо новогоднего стола. Кроме того, кто-то закупается мясом и готовит холодец. Холодец — это тоже традиционное новогоднее блюдо. Тоже добавлю сюда фотографию. Это мясо. Обычно нужно варить мясо в течение очень долгого времени, 5-6 часов, чтобы у вас получился такой наваристый бульон, жирный бульон. Потом вы берете мясо, оно у вас уже очень разваренное мясо, и делите его на маленькие кусочки, и потом заливаете этим наваристым бульоном. Также можно добавить чеснок, тертый на терке. И потом вы ставите всю эту красоту в холодильник. Это чистый коллаген. Прекрасно для вашей кожи. Но я сейчас стараюсь не так часто есть мясо, поэтому редко ем холодец. Следующее — это, конечно же, салаты. Для нас новогодние салаты — это очень важная часть Нового года. И, честно говоря, я иногда даже жду новогодние блюда, жду каникулы. У меня даже слюнки сейчас потекли. Посмотрите, гуси, посмотрите, какие. Время, когда мы объедаемся новогодними блюдами, особенно новогодними салатами. Какие же салаты популярны? В первую очередь, это, конечно же, салат оливье. У меня даже есть видео с рецептом этого салата, как мы его вместе с вами готовили. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. Так вот, салат оливье, конечно же, это король новогоднего стола. Кроме того, мы очень любим селедку под шубой. Да, это салат селедка под шубой. Туда входит вареная свекла, селедка, морковь, тоже отварная морковь, картошка, вареная картошка. Что еще? По-моему, все. Я не помню. Позор. Я не помню. Я очень давно не готовила селедку под шубой. Ну и, конечно же, мы заправляем салат майонезом. Заправить салат майонезом. Да, это такой жирный салат, но я его очень люблю. Как вы видите, как сильно я его люблю, что даже не помню ингредиенты. Я думаю, что я назвала все ингредиенты, возможно, что-то упустила. Я знаю, что некоторые люди добавляют лук, свежий лук, но я не любитель лука. Если честно, я терпеть не могу свежий лук, поэтому его и не добавляю. Также салат мимоза, его я тоже очень давно не готовила. Возможно, кто-то из вас знает коктейль мимоза, и также есть салат мимоза. В него входит вареная морковь, вареное яйцо, картофель и рыба. Я давно не готовила этот салат, но я оставлю вам ссылку на эти салаты. Вдруг вы захотите приготовить эти салаты дома. Возможно, даже добавлю рецепты салатов в PDF.
бесплатный PDF, поэтому заполняйте форму, я обязательно вам пришлю. Постараюсь сделать рецепты новогодних блюд, хотя бы нескольких салатов. Кроме того, мы часто готовим какое-то горячее, и у всех оно разное. Кто-то готовит, кто-то запекает в духовке курицу, утку, свинину. У всех по-разному. Кто-то готовит рыбу, фарширует рыбу рисом или чем-нибудь необычным, вкусным. У всех эти блюда разные. Как же мы празднуем Новый год? Новый год — это 100% семейный праздник, и мы чаще всего празднуем его с семьей, с родными и близкими людьми. Мы собираемся все вместе за одним праздничным столом, подводим итоги года и загадываем желания. Для меня было очень непривычно в Европе, когда я только переехала, что Новый год — это праздник друзей. Для меня это очень странно, и я до сих пор отмечаю Новый год как настоящий семейный праздник. И вообще очень люблю в Новый год куда-то уезжать, да, где-нибудь путешествовать. Новый год для нас — это, безусловно, один из самых главных праздников в году. И это тот день, когда можно, точнее, та ночь, когда можно загадать желание. Обычно мы наливаем шампанское, бокалы шампанского, либо игристого вина, пишем наше желание на маленьком кусочке, да, на маленьком кусочке бумаги, и потом сжигаем эту бумагу, но нужно успеть это сделать во время, когда бьют куранты. Да, куранты — это главные часы. Они находятся в Москве на Красной площади. Я добавлю вам фотографию вот сюда. Когда мы слышим куранты, нам нужно написать наши желания, сжечь этот кусочек бумаги. И пепел мы бросаем, это ужасно, мы бросаем в бокалы. И потом мы должны выпить наше желание, пепел, с игристым или с шампанским, вперемешку с игристым и с шампанским. Это звучит безумно. Я так не делаю, но когда-то делала и даже жевала бумагу. Когда мне было, наверное, лет 18. Сейчас я понимаю, что это что-то невероятное и точно не для меня. Я хочу беречь свой желудок. Это ненормально, но я знаю, что многие люди до сих пор так делают. Днем, в день 31 декабря, мы готовим разные салаты, горячие, закуски. Весь день мы готовим разные вкусности для новогоднего стола. И, конечно же, мы смотрим фильмы. Как правило, это советские фильмы, такие как «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это классика, это самый новогодний фильм, самый популярный новогодний фильм. И если вы спросите любого человека, который живет в России, он точно скажет вам, что «Ирония судьбы» или «С легким паром» — это новогодний фильм. Все его знают. Также мы смотрим «Служебный роман», мы смотрим «Елки». Это тоже более современный уже новогодний фильм. Я могу добавить тоже список русских фильмов в описании. Я, честно скажу, не представляю свой Новый год, точнее канун Нового года, 31 декабря, без «Иронии судьбы» и без салата оливье. Я готовлю салат оливье и смотрю «Иронию судьбы» каждый год. Я еще ни разу не пропускала. Так что где бы я ни была, если я путешествую, я всегда включаю «Иронию судьбы». Это must have. Да, у нас тоже есть такое слово must have. Также
большая часть и значимая часть Нового года — это фейерверки. И в ночь с 31 декабря на 1 января у нас всегда грандиозные фейерверки. Я добавлю фото вот сюда, чтобы вы посмотрели. Даже если вы живете на окраине города, вы можете просто выйти на улицу. Все ваши соседи, не все, конечно, но многие соседи будут запускать фейерверки. Вам даже не нужно покупать свои фейерверки, правда? Потому что вы увидите грандиозное шоу на улице. Еще раз повторю, что я не фанат фейерверков, но я не осуждаю людей, которые их покупают. Это праздничное настроение, но я все-таки очень бережно стараюсь относиться к природе и ко всему, что нас окружает. Поэтому фейерверки — это не мое. Но я люблю бенгальские огни. Это бенгальские огни. Мы обычно зажигаем бенгальские огни, когда подбой курантов, когда на часах полночь. Мы зажигаем бенгальские огни, чокаемся и пьем шампанское или игристое вино. Алкогольное или безалкогольное. Разные, в общем, напитки, но обычно это шампанское или игристое вино. Это часть наших традиций. Я думаю, что это видео может быть очень-очень длинным. Я еще хочу прогуляться и показать вам красоту вокруг. Вы можете слышать, как хрустит снег под ногами. И какая просто благодать. Благодать — это очень теплая, очень приятная атмосфера. Какая благодать вокруг. Тишина. Правда, тишина, снег и солнце. Что может быть прекраснее?